Всем привет! А сегодня на обзоре очередная новинка от российской фирмы «Звезда». Американский танк периода Второй мировой войны «Шерман», модификация М4А2, 76W в 35 масштабе. Именно эта модификация поставлялась в Советский Союз по ленд-лизу. Стоимость набора 1290 рублей. Но прямо сейчас, при покупке данной модели в интернет-магазине Я Моделист, вы получите отличные подарки. Это полный набор фотоотравления фирмы Микродизайн и набор окрасочных масок на бандажи фирмы SX Art. А также купон на скидку 15% на любой следующий заказ. И скидку 30% на дополнение к этому набору, которое мы посмотрим в конце ролика. Количество деталей в наборе 262 штуки. Длина собранной модели 21,6 см. На обратной стороне коробки вы можете получить божественную информацию о прототипе модели и полюбоваться фотками собранной модели. А если открыть коробку, да-да, и так можно, то вы найдете 2 пакета с литниками, схему окраски модели, декаль, ну и, конечно же, инструкцию. У «Звезды» это третий набор Шермана. В 2020 году вышла модификация М4А2. В 2021 году модификация М4А3 76W. И в 2022 году, как этот набор, М4А2 76W. И поэтому здесь находится солянка литников разных годов. Данная рамка деталей, вернее первая часть литника F, как раз новая, этого года. Верхняя часть корпуса танка, ну и детали от него соответственно. Мы уже привыкли, что все новые модели у данного российского производителя отличаются очень хорошим качеством. Детали изящно отлиты. Утяжено бывает, конечно, но в очень маленьком количестве. Следов толкателей нет на видимых местах. Прекрасная собираемость модели. Неплохо и по матчасти. Вторая часть литника F. Ну, соответственно, также 2022 года. Литник новый. 2 варианта лобовой брони. Да, из этого набора можно вариативно собрать либо раннюю версию модификации, либо позднюю. На корпусе есть имитация сварных швов. Литник с башней танка. Данные детали 2021 года. 3 года разбираю, ну, в принципе, одну и ту же коробку. Мне кажется, я уже все номера деталей знаю наизусть. Башня в наборе 2. Ранняя и поздняя. Ствол выполнен из 2 половин. Это неудобно. Его можно поменять. Ну, к примеру, на металлический ствол нашего производства. Да и цена по предзаказу смешная. Всего 133 рубля. Отлично выполнен пулемет Браунинг. Я бы заменил только ствол на металлический. Он есть у фирмы Zidval. Присутствует антенна. Но, может быть, стоит и более тонко что-то поставить. Следующий литник. Год выпуска 2020. Это элементы ванны корпуса танка. В основном у иностранных производителей она отлита уже в собранном виде. Ну, что, на мой взгляд, более удобно. Здесь ее нужно собирать, клеить. Очень неплохой шансовый инструмент.
Отлиты едиными деталями с креплениями к корпусу машины. Трос выполнен из пластика. Минусы. Нужно очень аккуратно отделять от рамки. Нужно очень аккуратно убирать шов посередине. На мой взгляд, проще поменять на металл, скрутить и повесить как душе угодно. Ограждение фар. Их также в основном меняют либо на травленные, либо на печатные. Гораздо тоньше, да и просто изящные. Стволы вспомогательных пулеметов тоже уже давно есть металлические. Рассверливать не нужно и выглядит лучше. 2 одинаковых литника с траками и звездами. Детали 2021 года. Траки полунаборные. 2 большие ленты, нижняя и верхняя. Причем нижняя абсолютно прямая, а верхняя отлита с изгибами, что на мой взгляд правильно, удобно и логично. На обратной стороне есть следы толкателей, и я надеюсь, что эти следы, будут находиться именно под катками, и видно их не будет. Три литника с катками танка. Год выпуска 2020. Катков здесь 2 разных вида, но один из них в данной модификации не используется. Литник с прозрачными деталями. Ну, здесь все хорошо, да и с ним все понятно. Лист декали на 2 варианта окраски. Какие варианты? Посмотрим в инструкции. Инструкция черно-белая, на 2 языках, включая английский. 2 варианта сборки, но об этом я уже говорил. Содержимое набора. Белым выделены детали, которые не используются здесь. И шаги сборки. У меня лично звездовские инструкции вызывают двоякие чувства. Ну, вроде бы все нормально и все понятно. Но если сравнивать с иностранными моделями, вернее с иностранными инструкциями, то как-то и не очень все хорошо. Ну, к примеру, взять чешский Эдуард. Ну, сначала хочется руки помыть, потом бумагу трогать. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Первый вариант сборки из 2. Танк поздней версии номер 154 из состава 1-го механизированного корпуса. Берлин, весна 1945 год. Второй вариант. М4А2 ранней версии. Номер 330. Из состава 8-го гвардейского механизированного танкового корпуса. Весна 1945 год. С набором закончили. Кому интересно пройтись по допам, пошли тогда дальше. Начну, пожалуй, с этих фигур. Узнали? Ну, я думаю, что да. К выходу конверсионного набора фирмы Mini-Arm под очень известную модификацию Шермана из очень известного фильма, фильм «Ярость» называется, мы решили включить данные фигуры фирмы Bravo 6 в предзаказ. Брэд Питт в 2 разных позах и его экипаж. Всего 4 набора. Всего 5 человек. Всего 6 смоляных фигур. Голова и руки отлиты отдельно. Цену называю с учетом предзаказа. Брэд Питт 500 рублей. Брэд Питт 2 500 рублей.
Экипаж. Первый набор. 1000 рублей. Экипаж. Второй набор. 1000 рублей. Обвес для танка. Это 3D-печать. Будет доступна, когда мы их примерим на модели. Примерно до 24 февраля. Цена по предзаказу 1190 рублей. Полимерные траки. Наборные. Тип Т-54Е1. Траки рабочие. Цена 1400 рублей. Ограждение фар. Стоимость 77 рублей. Все варианты дополнений можно посмотреть по ссылке, которую я оставлю в комментариях к этому видео. А приобрести набор и получить подарки вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Всего вам самого доброго. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.